Всем привет! Сегодня я хотела бы показать, как я леплю веточку яблони. Видите, как красиво? Мне нравится. Но эта веточка не целая, я просто сложила так на столе. Вот. Сделала для себя, для букета такие веточки. И буду их в композицию вставлять. Вот. Смотрите, здесь у яблоньки листики светлые, они тонированные. Пушочек, здесь пушочек, здесь яблочки маленькие. Если вам... Итак, приступим. Сначала, конечно же, мы будем делать сердцевинку этой тычинки цветка. Сейчас мы будем делать вот такие заготовки. Это сердцевинка. Как я ее делаю? Проволочка достаточно крепкая. Берем проволочку. На конце делаем петлю. Итак, тычинки. Берем штук 5 тычинок, складываем их пополам. И все-таки отрезаем сантиметров 7. Выбрасываем. Вот такие вот получились тычиночки. Берем зеленую глину, немножечко совсем, но смотрите, совсем чуть-чуть. Дальше делаем такую штучку, лепешку, и добавляем сюда немножечко клея. Ставим так проволочку. Берем все тычинки, подравниваем. Ну, ничего, если некоторые торчать будут. И их сюда укладываем. Уложили. Будем заворачивать. Заворачиваем. Достаточно хрупкая конструкция, но когда подсохнет клей, то это водостойкий, она будет монолитная, ничего не выпадет. Расправляем наши тычинки и на просушку. Когда высохнет, мы будем тонировать желтой красочкой. Я использую пастель. Такая у меня пастель. Ну, в общем, у меня разная пастель. Вот. Софт. Мягкая. Ярко-желтую краску. Можно было и побледнее взять. Потом я уже подумала. Слишком. И буквально вот накрошила сюда. И буквально вот так крашу. Такая заготовка. Бутончики. Чтобы сделать бутончики из старой глины, мы сделали вот такие шарики на проволочку. Проволочку я взяла чуть-чуть тоньше этой проволоки, потому что бутончиков, ну, их несколько, они будут крепиться вокруг основной вот этой прочной проволочки. Будем лепить цветочки. Итак, как лепятся цветочки? Сразу хочу сказать, какую я использую глину. Ну вот
тайская глина, тайский холодный фарфор. Ну, бывает разная, вот такая этикеточка у меня была. Бывает без этикеточки. Это номер 5, по-моему, номер 7 бывает, и 1 бывает. Ну, в общем, разные. Не суть важно, они все примерно одинаковые. Где-то, ну, 7 частей, скажем так, такой глины тайской, и 1 часть добавляем зефирки. Зефирка тоже разная может быть. В этом году я вот такую купила зефирку. Харти. Яблоневый цвет. Вот такие довольно-таки крупные цветы. Сейчас покажу, как я леплю. Сразу посмотрела тут в интернете, как вообще, ну, по-разному тоже их лепят. Есть, берут капельку, большую капельку глины, разрезают как на сиреньку на 5 частей и раскатывают стеком. Но вообще у яблони вот как бы заметно должно быть, что вот каждый лепесток отдельный, и вот он как-то... И поэтому я подумала и решила все-таки каждый отдельно делать, лепить. Знаю. Глина, белая глина. Берем такую маленькую горошину. Очень маленькая. Делаем вытянутую капельку. Так. Сразу же с помощью стека не знаю, где лучше видно. Здесь вот истончаем. Очень здорово, хорошо истончаем, чтобы как будто бы полупрозрачный тут. Получается полупрозрачный лепесток. Ну, такими вот движениями. Ну и заодно он как бы кудрявый такой становится. Дальше положили на ладошку. И шариковым стеком вот в этом месте делаем вот такие движения. И пока я их делаю, лепесточек как бы заворачивается, кудрявится. И получается вот такой. Затем делаем такую вот ложбиночку и слегка сгибаем. Все, получился вот такой лепесток. Дальше я покажу, как вот я уже слепила 5 лепесточков. Покажу, как я их приклеиваю. Берем нашу заготовку. Значит, клей у меня водостойкий, густой, поэтому приклеиваться будет быстро. Итак, приклеиваем. Слегка отгибаем лепесток. Все 5 лепесточков приклеиваем.
приклеили. С этой стороны вот такое безобразие. Ничего страшного. Смачиваем водой и заглаживаем, ну, чтобы они прилепились друг к дружке. Так, и такой момент, смотрите. Вот здесь вот слишком толсто получилось, так и довольно-таки длинная. То есть здесь нам еще чашелистики надо делать, но это лишнего. Поэтому я прям вот беру и срезаю. Ну, не знаю, у меня так. Иначе не приклеишь нормально. И так, пока глина сырая, можно и срезать лишнюю. Вот. И еще раз обкатываем. Так. Сначала мы подвешиваем на просушку вот в таком виде. Ну а потом, немного погодя, мы отгибаем, когда схватится, чтобы они дальше не падали. И вот цветочек готов. Здесь еще будут чашелистики. Ну вот у меня висел цветочек. Почти что подсох. Так, мы отгибаем. И мы видим каждый лепесток по отдельности. Как и должен быть у яблоньки. Так. Все.